Run is going to get started right now. Let's take it away. И мы, соответственно, переходим к следующему раннеру. И к следующему рану, соответственно. My name is Pessilist. This is Marvel Spider-Man, or Spider-Man 2018, or Spider-Man PS4, whatever you would like to call it. It's like on commentary. Да, и это Pessilist, который собирается показывать нам Marvel Spider-Man Remastered. Это игра, сделанная на PS4 изначально, одна из первых игр по... Знаете, по Нет, ладно. Это ремастер, сделанный на PS5 с красивыми лучами, 60 FPS, быстрыми загрузками. И показывать рану мы будем именно DLC Silver Lining. Достаточно короткая. И у нас слишком мало эстимейта, которого не будет достаточно, чтобы объяснить все, что происходит. И костюмы. Костюмы — это важно. Awesome. All right. So there is Spider-Verse. As Shout was saying, we have the ability to change this at any time. Донатили на костюмы, и Spider-Verse — это победитель пока что. На данный момент, насколько я понимаю, костюм можно будет менять по мере того, как надонатит на другой костюм. Yeah, I know. Да, какие-то скучные костюмы выбирают. And now let's talk about the fact that we're on ultimate difficulty because of your amazing donations. So this is Friendly Neighborhood, health in the top left. You can see. Мы, кстати, раним на самой высокой сложности, а именно Ultimate. И нас сейчас попинали. И как бы дэмэдж был, ну, такой терпимый. А на сложности Ultimate дэмэдж что-то уже немножко нетерпимый. Это, кстати, инсентив, именно на это надонатил чатик. Чатик не наш, но чатик GDQ. Наш тоже, может быть, донатил. Это не суть. Вместе мы насобирали на Ultimate сложность. Да, тем временем у нас все будет открыто, насколько я понимаю, мы, грубо говоря, раним уже с полностью заряженным, полностью прокачанным человеком, нашим персонажем. Нам сейчас показывают, что делают наши обилочки. Да, вот эта штучка только что выключает врагов. Вот эта штучка ранит врагов. Бласт воздуха толкает врагов, и если они там вот с паутиной связаны, они их присобачивают к стене, они не смогут двигаться. Вот эта штучка тоже может делать, присобачивать к полу. Вот эта штука делает пил-пил. Вот эта штука поднимает воздух и станет. И последняя штучка станет двоих чуваков. Вот, короче, быстро, так сказать, вхождение. Нам все объяснили. 3, 2, 1, погнали. В принципе, мы готовы наблюдать DLC. И это... Наверняка, это, ну да, это самое сложное DLC в игре. First off, we are swinging over towards the destination here. You're going to see a lot of this. There's a lot of point launch boosting going on, which is basically zipping to a point and then using a well-timed jump да, и сейчас to launch yourself off of it. Нам нужно добраться до точки, куда нам ведет чекпоинт, и мы будем наблюдать, пока он это делает, так сказать, в общем, ему нужно в тайминг приземления нажать прыжок, это очень достаточно такой тайминг, его нужно цеплять.
и делая его, он получает дополнительную скорость. Цепляет этот тайминг. Боже мой, разговаривать нас не учили, к сожалению. Yeah, with the regular swinging, the main thing is just like you would Да, expect if you're a physics expert, you would want to kind of возможности для мувмента разгуляться здесь есть где. Как долго ты разбираешь раны паука? Минуту 22. Да, мы таки добираемся до нашего чекпоинта, и это наш первый файт. Да, мы используем вебласт, что станет абсолютно всех врагов вокруг. Используя импакт паутину, а именно ту самую штучку, которую нам только что показывали. Вы видели. Да, весь этот файт, кстати, стоит отдать должное, заранее заготовленный. Он полностью, так сказать, подготовлен раннером, он готов к тому, ко всему, что происходит, и использует полностью все свои ресурсы, поскольку это возможно делать. Ну, в общем, все у него на мази. Тем временем ко мне прыгнул в voice-чат Мел. Здравствуй, Мел. Возможно, Мел нам будет помогать, возможно, нет. Он Да, тоже я как бы... хотел про мувмент сказать, но тут файты начались. Да. Так что пока смотрим на то, как ведет боев. У нас тут небольшой мини-босс и небольшой скип с использованием паутины. Самое, что нужно сказать про мувмент, дело в том, что в игре мы можем перемещаться на паутине как бы двумя способами. Это просто летая как на тазанке и также притягиваясь к объектам. И что самое интересное, мы будем всегда двигаться в каких-то определенных плоскостях, то есть не будем только вверху или только внизу. Это нужно для того, чтобы у нас всегда был объект, к которому мы можем протянуться и не летать как на тарзанке, короче, на своей паутине, поскольку это является самым быстрым способом передвижения. Ну, в принципе, это можно и наблюдать, что раннер чаще всего делает одну тарзанку и потом притягивается. Причем он с тарзанки он отменяет, чтобы быстрее двигаться. Тем временем у нас идет стрим во время стрима, мы рестримим стрим стрима. Клево. Там много зрителей получается. Видим очень большое переключение обилок, то есть мы подстраиваем наши гаджеты, да. Все, как я уже говорил, все это заранее подсчитано, абсолютно все файты, они будут проходить по плану. Если что-то пойдет не по плану, я обязательно это отмечу. Одной из особенностей ультимейт сложности, как вы могли заметить, у нас есть лишь одна ошибка, то есть если нас один раз ударят, у нас будет шанс еще выжить, но, как говорится, шанс есть, шанс нету. Так не говорится, Мел. Ну ладно. К сожалению, приходится ждать, пока поговорят по мобилке, не знаю, по радиосвязи. Человеком-пауком, пока не появится точка. Немножко глуповато, но... Да. С другой стороны, иногда можно не пытаться бежать на пролом. Нам раннер показывает пируэты, какой Человек-паук гибкий. И да. Раннер попал внутрь грузовика, который просто заспавнился из ниоткуда. Просто забавная особенность, которую можно показать. Да, вот таким образом мы просто буквально выключаем всех врагов, используя все свои гаджеты по очереди.
the equalizer properties will actually still apply. Кстати говоря, здесь хорошо показывает раннер, что чаще всего лучше не сражаться с врагами, а просто их присасывать к стенке, к потолку, к стенам. То есть лучше не сражаться, то есть это намного быстрее. Причем не обязательно зачищать всю арену, то есть нам игра спокойно позволяет только зачистить некоторое количество врагов и далее идти по сюжету. Конечно же, раннер знает наизусть абсолютно все точки, на которые ему нужно пойти, поэтому он, не дожидаясь того, как появится маркер, просто идет напролом. I feel like Suspension Matrix was one of the ones that we like couldn't find a great use for, and then it's like, oh hey, use it with Equalizer, and you just kill a bunch of goons immediately. It's awesome. And yeah, Equalizer's kind of like an ultimate only sort of strat, because on Friendly Neighborhood things die so fast that you don't need them, and you take so much damage on ultimate anyway that like the risk reward is kind of just like a no-brainer. Right. Yep. So welcome to the chase scene. We have to talk about accessibility features now. The accessibility features in this game and models are some of the best in the Да, и тут у нас chasing sequence или догонялки, которые мы наблюдаем сейчас на экране. Нам нужно остановить всех врагов и буквально остановить их. Нам нужно остановить машины скорее даже, чем врагов. Для этого нам нужно сначала обезвредить, конечно же, врагов, а потом остановить машины. Некоторые машины сами останавливаются, мы останавливаем. Ну, это, в принципе, все казуально. Здесь единственное, что раннер использует быстрый способ передвижения, чтобы побыстрее догнать машину. Забавно. Нам сейчас объясняют о том, что в PS5 версии нам добавили такую вещь, как Chase Assist, или, в общем, опцию, которая позволяет нам замедлить все, так сказать, таргеты, которые нам нужно догнать в Chase секвенсах, ну, как сейчас, например. Благодаря чему нам это очень сильно помогает, потому что они замедлены, и секция уровня, этот уровень заканчивается после того, как мы ловим все автомобили, потому здесь именно в этой погоне это нам помогает очень клево и очень помогает, в общем. Да, разговаривать мы не умеем, потому комментируем ГДК. Всем здорово. Да, мы останавливаем очередную машину. Мне кажется, ему было проще эту машину поймать, как он сделал с прошлой. Он ее просто поймал на руки и поставил. So that's something we've like all of us runners have done, is just like go through new game plus a bunch of times. I was bad and I never did it. I had like 100. Тем временем Мелт бы не хотел загуглить лор этого DLC, чтобы пояснять нам за него. Здесь сложно. Было бы очень мило с своей стороны. Потому что за лор нам пояснять, видимо, не хотят. Helicopter, then you just shoot down a few drones and you catch the last truck, and then we have an unskippable cutscene. If I remember correctly, didn't you say that on PS5 this kind of changed a bit? Да, и тем временем у нас нескипаемая катсцена сейчас начнется. После того, как мы все сделаем. Нескипаемая катсцена — это самый большой страх спидранеров. So this is an unskippable cutscene. So donations, please. Absolutely. I have a $100 Можно почитать донатики пока эта катсцена происходит. I worked on the Silver Sable AI for this DLC. It's so great to see it get some love at AGDQ. Равчо, я предлагаю тебе тогда присоединиться к нам и пояснить за лор. Конечно же, этого не произойдет. О, и тут внезапно Спайдермен предлагает объединиться этой сероволосой деве.
Которая, Короче, конечно же, соглашается. Сюжет потому в том, это- что это просто сюжет, который должен соединить едино Там DLC, и все. она ставит жучок на Yeah, него. Сюжета нет, Мы- забейте. Нам показывают то, что на нас жучок. Только- Вообще это странно, почему паучий инстинкт не сказал, типа, чувак, на тебе I'll change it at any time. So Жучок. get those donations in if you want it. They're closing it up. I'm keeping an eye on it. Мы знаем о том, что на нас жучок, но мы не знаем о том, что на нас жучок. Типа наш Было бы персонаж не знает, забавно, что на кстати нас говоря, жучок. что если ты Но мы-то меняешь, знаем, что на нас жучок. меняешь костюм, то жучок перестает работать, и это можно было как-нибудь Ломает сюжетно. мозг, но, возможно, это только ломает Oh, мой incredible, incredible. Truer words have never been spoken. желающий спать мозг. So, this mission is very funny. Да, доходим до Donation. очередной This mission is контрольной going to точки. last very long. За Literally косплей На going to этой, Johnson, эта миссия Golden будет Sun, достаточно April, забавной. going to Equalizer, Какого? and everything's Дэвид going Джонса? to die. Или как он правильно Yeah, and называется? if it doesn't, then you are introduced to the ultimate difficulty of Да, this game. сейчас мы очень забавно Yeah. No, it went кинем perfect. дрона, That's awesome. эквалайзер, и все Yeah, умрет. so, we mentioned this is the И, hardest, соответственно, like, все умерло. content А, in the Карл game, Джонс. and it legitimately is Да. very hard, as much as Pessilist Если is моргнули, вы этого не увидели. Я вам сочувствую. Я не моргнул, я увидел. Кто моргнул, плюс чат. I'm literally going in no-hit mode whenever I use it. So it Yeah. is way harder than it looks. Yeah, he cannot get even touched. And the other thing too is the way that the fights tend to work on ultimate difficulty runs of this video game is like you have an idea of how the fight's gonna go, and sometimes it just will Давай not go that way, одновременно and you gotta говорить. change everything around. Right. Да, суть в том, что мы можем менять костюмы, переодеваться. По факту ничего нам не мешает избавиться от жучка, но мы этого не можем сделать, потому что мы не можем этого сделать. Окей, Not unless you route it really, really well. как скажете. И теперь у нас начинается симулятор очереди. Ладно, не начинается. We can just go to the end where they're going to go. And this is a good time for me to talk about a, I don't know if it's a glitch or what you want to call it. It was found by our community glitch hunter, Bosigo, and with the help of Sans Goku. And essentially what's going to happen is once these guys get here, you're supposed to run into this little alley to hide and then climb up the building, so not let the public know you're Spider-Man. We can just ignore that. So what we're going to try to do is reset checkpoint for about 2 seconds. The game will think we're Погодите, Амел не молчит? so it will let us Я do молчу. a web zip. We will try Но to web иногда. zip onto this Кстати, я не pole могу right понять, а above почему в Peter's head. моей игре And про if you do Человека-паука that, he will какой-то web zip не over Человек-паук, this какой-то across человек. the streets and land exactly on the sign that we want to be to eavesdrop on these guys, which skips about 15 to 20 minutes of running around, going on rooftops, jumping over. Decent chunk of nonsense. And don't worry, no one pieces together if this guy's Spider-Man, it's all fine. Yeah, I mean, he's just got really. Да, если вы думаете, почему же мы просто стоим и ничего не делаем, то потому что нам ничего не нужно делать. All the way up onto the sign. Very nice. He had to make sure he reloaded quickly when he didn't get it right. And then nice little walk on air as we're dropping into the fight. Reset or we soft lock and Yeah, more drones and equalizer and everything, and trying not to get hit. that guy wanted to kill me bad. Yeah. That one's a fight where you hit equalizer. Как нам уже несколько раз объяснили о том, что когда мы используем комбинацию дрон-эквалайзер, мы не должны получить урон, иначе мы просто отъедем с первой тычки. Урон по нам увеличивается в этот момент. Из-за того, что мы играем на ультимейт сложности, мы просто умрем. И нам просто нельзя получать урон. Но это настолько сильная комбинация, настолько быстрая, что не использовать ее было бы большим упущением. I just happen to know where this thing is before we find out because speedrunning. Yeah, that's a lot of this run's like routing really is going to where the waypoint's going to be before the waypoint shows up. Yep. It gets actually like really hard to remember like how to navigate through New York in this game at times.
Then we get a little fight. Thankfully, Equalizer was not on there at the moment, so he was able to get hit a little bit. But you could see how great all the other gadgets are too. He was able to use a web bomb and concussion blast to take out a bunch of those enemies. And then this is also a common backup, is to knock enemies that are already webbed up into the air so that you can immediately throw them down, because it's a faster animation than swinging them around before throwing them into a wall. Yep. So this part we're just chasing after Sable, and by chasing out I mean you don't fail, she's on screen. Just like make sure that she is visible on screen. So we can talk a little bit. Да, и сейчас мы просто следуем за Сейбл. Mafia boss has like him and his men are running rampant around New York. They stole a bunch of Sable tech, which Silver Пока наши персонажи общаются. So she's going on a big old rampage, and Spider-Man's just being like, "Hey, I also want to take down Hammerhead. Like, chill out a little bit. Like, let me help you." And you know, Конечно, знаем, куда она полетит, поэтому мы не особо за ней следуем. Съездаем углы, так сказать. И сейчас у нас будет самая сложная часть рана, поэтому раннер у нас будет на фулл концентрации. Didn't get like too many refills earlier and stuff, so he just got a couple more web bombs there, but he's gonna use kind of the time while he's waiting for web shooters to refill as his time to kind of swing around or to take out enemies if he has focus. Doesn't have focus right now though, so he's just trying to dodge while he's waiting. Да, у нас в очередной раз идет жесткий менеджмент всех гаджетов, что у нас есть. Сейчас нам за это поясняют о том, что мы экономим бомбы, которые в принципе нам бы сейчас были бы неплохо пригодились бы, но они нам также понадобятся в будущем, где это будет более важно. Кстати говоря, тот чувак, которого мы скинули с крыши, точно, наверняка, абсолютно точно жив. Нет, он не умер. Спайдермен не убивает Вот же Человек-паук, скорее всего, просто приклеил к зданию. Правда, как его отклеивать будут... Кто отклеивать? Отклеивать лепешку, которая на гигантской скорости влезла в здание? Ты если падаешь, ну как бы на пол или падаешь в стену, это, ну, знаешь, особо не помогает. You know, no death means that's a pretty good fight. Like, that's basically what you're aiming for there. Basically, yeah. Да. Pretty solid in general, though. Like, honestly, I think the third antenna was like a little scary. Абсолютно точно. Outside of that, things were pretty solid. Кстати, очень даже вообще без каких-либо проблем пока что проходит раннер. Сразу видно профессионализм. It's just a small out of bounds. It's fine. I mean, if you've never seen out of bounds in this game, it looks real trippy. Да, на самом деле, Баба знает, о чем он говорит, он в Питере живет. I just like that as an idea of like kind of just trying to converse with devs. Ну, подумаешь, игра является ремастером PS4. You make sure Spider-Man's head is clipping a little bit, just web shoot a bit, and you're out of bounds. And also, fun fact here, there's people here. Ну да, в 18 году уже не умели делать текстуры. Это, кстати, аутубаунс. Добро пожаловать. Да, здесь у нас люди ходят. My guess is that the да, enemies, or not enemies, the NPCs walking up there. Зачем? Because you wanted like sounds, like footsteps from the streets or something in that tunnel, and thus you just. Зачем они существуют? Никто не знает наверняка, зачем они там ходят, но комментатор предполагает о том, что они там находятся, чтобы создавать звуки людей, которые ходят якобы над нами. Мы же находимся в канализации, но над нами должны... Это, кстати, очень крутая теория. Прям очень крутая, слушай. И скорее всего, это правда. Но он попросил разработчиков сказать ему правду, он догадался ли он правильно или не догадался. Мы не узнаем правду, скорее всего, навряд ли разработчики это узнают. Ну или они просто упали с крыши при выгрузке локации. С тротуаров.
Nice web blossom. Yeah, that's really good web blossom. Try to wrap everybody up. A few of them didn't quite get actually stuck to something, so Pessilist had to like pay attention and try to hit them with another just web shooter in order to stick them to the ground once they get knocked down. And I think, is that it? That's awesome. Yeah. So yeah, now on the PS4 version of this game, there's a second phase of that fight that is extremely hard because the hardest enemies in the game finally show up, the like whip users. And on PS5, it's apparently just not there. Which is not cool. Забавно то, что в PS4 версии у нас есть вторая фаза этого файта, которая является сложной, потому что там вылазят одни из самых сильных врагов игры, но PS5 версии их просто нет. Да, и очередное сообщение к девам, к разработчикам. Ну, типа, давайте фиксите, что вы делаете нашу жизнь сложнее. Да, давайте фиксите, а то мы поиграть хотим. Мы же на компьютере хотим поиграть, на лучшей консоли на свете. В смысле нет консоли? Чат, у кого есть PS5? Сейчас стена плюсов будет. And the biggest problem with Silver Lining as the speedruns, you might have been saying, wow, this has been going really fast, we're way below estimate. Yeah, проще спросить, у кого нет PS. Ну да, мама, право. У кого нет PS? Да, мы сейчас минут 6 будем чилить. Секунд 30 мы будем лететь до места, а 5 минут мы будем делать ничего. Насколько я понимаю. Отличное время, чтобы почитать донатики. Most Spider-Man games hit the web on the head. I'm excited to watch the speed run from Marvel's Spider-Man Remastered. Thank me later sent in $10. Если купить 5 PS1, то у вас будет 5 PS1, а не PS5. Но PS5. У него будет 5 PS. Ну да, но не PS5. Но будет 5 PS. В русском языке можем поменять слова местами, и предложение все еще будет иметь тот же самый смысл. Математику не обманешь. Какая математика? Ее нет. Это уже алхимия. Это фейк. Математика фейк. Фейко. Да, у нас там прекрасные донаты. Если вы думаете, почему там кричат, но лучше не надо. Там мемы. The one that is an actual story mission that you have to go Это исследовательская станция, это первая исследовательская станция в игре, в которой мы обучаемся, что такое исследовательская станция. Но из-за того, что мы игру не проходили, мы первый раз ее видим вообще. И мы сейчас можем кипнуть гигантское количество миссий в игре, благодаря тому, что мы можем клипнуться в... Боже ты мой, заруинил. Ничего, еще попробуем. Unfortunately, at the end of the day, we found out, because we were finally able to clip into this research station, and we found out that, as we expected, they actually made this game very well, coded this game quite well, and all of the flags and stuff are not set, so you can't skip straight to the story mission. Now, I did everything right, but just so you know, the actual way to get in here is just go here and press triangle.
But yeah, I did everything right there. Sometimes you clip out of bounds of the thing, which is also funny. So Да, ребята, мы только что могли наблюдать, как можно залезть в этот ресерч-центр, но там есть еще одна возможность. Подойти и нажать треугольничек, дверь откроется. We are $88 away. It is so close. I'm just waiting for it. Привет для слабаков. Лучше в ОБ лезть. I do want to get this one in real quick here. $50 from Zaws. Good to see AGDQ back. Shout out to the overlay team. Layout is clean this year. And I absolutely want to echo that. The folks over at Support Class have done an amazing job with the overlays this time around. It's gorgeous. I know how hard they've worked on it. So, yeah, absolutely. Yeah, they look awesome. But yeah, please, any more donations you got? I have 25 Team here up на лжи. and Ella. Hi AGDQ, first time donating for us. Spider-Man was one of the first games. Керлим здесь сидит и ждет, пока поступит запрос на перевод сленговых английских фраз. I think this cat right here needs some pets from chat, you know? Да, и тут у нас киса. Кэткам. Не, ну не погладить кота на марафоне, это шесть. Да мы все равно ничего не делаем, мы ждем. У нас нет квеста. Sorry, I heard cat. You just keep them coming. Yeah. We're just watching the beautiful sunset. Mysterious Gamer X sent in $50. Spider-Verse is the best, almost as best as Super Monkey Ball. And just so y'all know, we have opened up that incentive, bonus game 2, Super Monkey Ball Banana Mania, tomorrow. That incentive has been open, so please get your donations in for that. But also for the costumes, and also for, you know, J. Jonah Jameson. It's all good, right? We like it all. Pessilist, you think you can get any high fives before? А он ждет, пока у него появится квест. Too late. До закат. You gotta get those in sooner. Yeah, that was a bit of a meme run for about a day. High five. Was trying to get five. It is still a meme. Alright, so now we get to talk about one of the most А вы спрашиваете, что он ждет? speed text in this game, but usually in full game, it's called a backpack skip. Now, a lot of missions in this game are actually based on dialogue. Certain dialogue plays, and once the dialogue is finished, this whatever trigger starts to be, starts to happen. Now, the thing about backpacks is they're collectible. Да, много в этой игре завязано на диалогах. Пока идут диалоги, мы не можем пройти дальше. И как только заканчивается определенный диалог, определенный чекпоинт может быть задет. И сейчас мы просто сидим. Если вы спросите, что мы ждем, ждем диалоги. Комментаторы не держат ничего в руках, потому у них нет необходимости в перчатках. Вообще, при игре на геймпаде перчатки, я думаю, это хороший способ защититься от выделения пота, чтобы тебя не соскальзывали пальцы курков там, со стиков. Да, перчатки это на самом деле имба. Можно сказать, негативные читы. Комментатор прикован к микрофонам. Или микрофоны прикованы к комментаторам. У меня микрофон ни к чему не прикован. Я его иногда вытаскиваю из стойки. А у нас сейчас будет финальный босс с 5 фазами. И... We're going to start things off by web bombing and hitting the legs, and it's ultimate difficulty. This is what happens. Sometimes things just. И все, что нам нужно сделать, это кинуть веб-бомбу ему в ноги и надамажить их. Да, у нас, к сожалению, на самой высокой сложности игры не так просто победить финального босса. Кто бы знал.
buddy. Ну, благо Two of those чекпоинт web прям bombs, на этом unfortunately, боссе, whiffed. так что не But страшно. there we go. Now he's webbed up. He's going to be able to at least Да, like, kind of loosen только one of что those. Alright, there we go. две бомбы улетели в Vintage никуда. Comic Book is now in the lead. Yes, we can do it right now, mid-fight. Heck yeah, look at that. That's awesome. Так, внезапно смена костюма. There's phase one. We're heading to Нужно phase two, сменить where we get to костюм. use yet another suit power. Да, донатик прилетел. I don't think any other run of this Да, game это uses фаза it. 2, где нам нужно будет сносить Game Plus uses it for 10 ноги seconds. опять. Okay, there we go. So you, it Мне lets you кажется, just босс в шоке, просто сражался с and одним not take чуваком, hits, а он basically. Like, мгновенно you- переоделся в you другой tank all костюм. the hits, it doesn't Да, matter. мне кажется, ему уже ничего не удивить. Which is great for this fight. Ему лазером башку прожгло. Points are in order to get, like, that. Третья Get фаза. suit power back. We never had a chance to talk about it earlier, but the way he was using equalizer a lot of the time Мы sometimes was получаем, кстати, actually себе reset checkpoint because it will instantly после increase suit power. рестарта чекпоинта ХП и, я Я насколько понимаю, силу костюма после рестарта чекпоинта. So that was, I believe, phase 3 we just went through, right? Because we had to wait on the bombs. Serious phase, 'cause you can't use Прошли фазу Yeah, we третью. restart checkpoint here, but we need to hold on to the defense shield for phase 5. И сейчас He's going to be using some suspension matrix. мы не можем использовать Defense Shield, а именно не можем использовать нашу защиту, потому что она нужна на пятую фазу. Опасно, опасно. Yeah, gotta throw another suspension matrix down. Yeah, trying to make sure that if any goons run up close, they're gonna get lifted up into the air. Oh, that was super scary. All right, and then phase 5 is coming up, and then I believe time comes up like right after that. So Pessilist, make sure you call it out. Да, и пятая фаза, и сразу после нее будет время. Not to die while he breaks the shield at the beginning here. So the drones and things and electric webs and stuff like that are just to keep the enemies busy. В пятой фазе просто пытаемся не умереть, пока наша седовласая дама сносит щиток. Да, и вновь мы сносим по ногам, по ногам, по ногам, по ногам, по ногам. И будет время, как только катсцена закончится. И немножко будет диалогов сейчас. Excellent. That was an awesome run, man. И время. Тайминг не попал, но зато время. ГГ. Чё? Это клапа. Клёвый ран. Что-то много клёвых ранов. Мы чё, какой-то клёвый ивент смотрим, что ли? Чем мы тут занимаемся вообще? Да, чатик. Мало актива. Больше клап, чат. Ну, вас всему учить надо, что ли, а? Где там Кирлин? Кирлин, покажи, как надо. Так, это считается злоупотреблением полномочий? Нет. 5 утра, какие полномочия? Да, это был прекрасный Человек-паук ремастер игры 18 года от Pessilist. Как 2018? А? Как 2018? PS5 не выходила в 2018. Это ремастер игры 18 года. А вот это ошибочка со стороны. Я так и сказал. Игра 18 года, а это ремастер ее. Но игра-то ремастер. А нужно указывать год ремастера. Не, по-моему, ошибочка была не спать в 5 утра. Потому что... Брейнлаги. Тем временем, да. Мы наблюдаем прекрасную катсцену, то, как заканчивается это DLC. Мы улетаем вместе с нашей... У нее еще один самолет. Она же один разбила только что. Не спрашивай. Откуда у нее самолет, откуда он стал? Да, кстати говоря, память о Стэн Ли, который, к сожалению, скончался.
I gotta get this donation while you're still here. $5 Человек, from который sign up. придумал I want Спайдермена, names of Spider-Man and that cat on the chair. а также огромное количество персонажей вселенной Марвел. Oreo, thank you. Thanks, everybody. Have a good marathon, guys. See ya.